Всем привет! Сегодня я покажу, как снять трещотку с колеса, снять звезды с трещотки, полностью разобрать механизм свободного хода, все это прочистить, смазать и собрать. Также в конце расскажу про смазку для подшипников, которую я использую, а также про ее аналоги. Погнали! Чтобы открутить трещотку, нужен специальный съемник. Я взял самый дешевый вариант на Алиэкспрессе, но лучше не скупиться и взять версию подороже под брендом Топра. Съемник вставляется в трещотку без каких-либо усилий. Он под 24 ключ, но я использовал разводной. Имейте в виду, что обычно трещотка бывает намертво закручена, так как при каждом педалировании вы фактически закручиваете ее. Чтобы облегчить демонтаж, наверняка потребуется удлинить рычаг с помощью обрезка трубы или металлического профиля. Когда съемник надет на трещотку, остается только надеть на него ключ и открутить против часовой стрелки, при этом держа одной рукой колесо. У меня стоит китайская семискоростная трещотка Liansheng. В этом видео она чистая, так как я недавно разбирал и обслуживал ее. Идея снять видео пришла как раз во время техобслуживания. Сначала снимаем звезды. Для этого надо сперва выкрутить стопорное кольцо, которое их держит. Бывают вот такие трещотки, у которых стопорное кольцо и маленькая звезда совмещены. В этом случае надо постараться не повредить зубцы звезды во время откручивания. Но вернемся к нашей подопытной. Резьба тут обычная. Это означает, что надо откручивать против часовой стрелки, а вкручивать по часовой. Для разборки нам понадобится молоточек и отвертка, или другой подходящий предмет, конец которого ставим в один из пазов стопорного кольца и несильными ударами молотка по ручке отвертки откручиваем кольцо, повторюсь, против часовой стрелки. С какого-то момента вы почувствуете, что молоток и отвертка больше не нужны, и можно просто рукой докрутить. После снятия стопорного кольца можем уже снимать звезды и пластиковые проставки. Будьте внимательны, так как не все проставки одинаковые, и лучше запомнить или промаркировать, какая проставка между какими звездами стояла. Ну и вот, собственно, у нас остался голый барабан, внутри которого находится механизм свободного хода, также называемый храповым механизмом или храповиком, до которого мы сейчас и доберемся. Чтобы разобрать барабан, нам надо выкрутить внешнее кольцо с обратной резьбой, то есть откручивать надо по часовой стрелке. На кольце есть две выемки, куда можно вставить конец отвертки или того, что у вас под рукой. Но так как тут у нас обратная резьба, то механизм свободного хода будет крутиться, не давая нам открутить кольцо. Поэтому надеваем барабан обратно на колесо, но не затягиваем сильно. Теперь осторожно делаем пару несильных ударов молотком, чтобы кольцо тронулось с места, но не открутилось, иначе шарики подшипника рассыпятся. Теперь вставляем съемник трещотки и снова снимаем барабан с колеса. Следующим делом берем барабан, пальцами удерживаем в заднюю сторону, чтобы после снятия кольца шарики не высыпались, и уже без какого-либо молотка просто отверткой откручиваем кольцо, он же конус. Снимаем и видим шарики одного из двух насыпных подшипников, а также проставочные колечки. Шарики вместе с колечками высыпаем в какую-нибудь чистую емкость.
Я тут использовал пепельницу, так как борта у нее высокие и при неосторожном движении шарики не разлетятся. Кстати, когда я первый раз разбирал эту трещотку, вместе с шариками вышло немало мелкого песка и грязи. Пепельницу ставим в сторонку и берем другую емкость для шарика второго подшипника. Второй пепельницы у меня не было, поэтому я взял крышку от сметаны. Осторожно снимаем руку, которая все это время держала барабан с обратной стороны, и высыпаем шарики с конуса из чашки в нашу емкость. Теперь берем третью пепельницу или крышку от сметаны, чтобы туда класть собачки и пружинное кольцо, удерживающее их. Поддеваем его отверткой, чтобы снять пазы, и после этого снимаем и кольцо, и собачки. Можно их положить в ту же емкость, куда вы положили проставочные колечки с шариками от первого подшипника. Кстати, проставочных колец несколько, но они очень тонкие, поэтому слипаются воедино благодаря смазке. Емкости с шариками, кольцами и собачками заливаем спиртом или водкой и ставим подальше. Растворитель не рекомендуется использовать. Для очистки звезд и деталей барабана от остатков старой смазки и грязи я использую обычное твердое мыло и губку. Мыть надо как посуду, под струю горячей воды, тщательно намылив все детали и хорошенько протерев предварительно намыленной губкой. Тут спешить не надо, хотя это быстро утомляет. Смывать мыло надо также тщательно, чтобы, не дай бог, остатки мыла не остались на деталях. После этого я, на всякий случай, протираю все чистой бумажной салфеткой и медицинским спиртом. Я использую 95 или 96% спирт, смотря что есть под рукой. Конкретно в этом ролике я пользовался 95%, литровая бутылка которого у нас в аптеках стоит чуть меньше 200 рублей. Для очистки шариков подшипников берем поднос с высокими бортами, кладем в него бумажное полотенце, наливаем немного спирта, чтобы намочить его, высыпаем шарики из пепельницы и, предварительно намочив в спирту другую салфетку, проводим ею по шарикам, очищая их трением между двумя бумажными салфетками. Кстати, шарики тут диаметром 1/8 или 0,125 дюйма. В первом подшипнике 31 шарик, во втором 43. Проставочные колечки, пружинное кольцо и собачки также чистим салфеткой и спиртом. Теперь, когда все детали абсолютно чистые, надо нанести смазку в чашки подшипников и собрать все обратно. Для удобства нанесения, а также для экономии смазки, я ее закачал в маленький шприц. Количество смазки не должно быть избыточным, так как излишки все равно выйдут наружу во время сборки. Для установки шариков я пользуюсь пинцетом, но это чисто для аккуратности и удобства работы. Консистентная смазка будет удерживать шарики на месте, поэтому процесс нетрудный, главное не спешить. Если вы все же нанесли слишком много смазки, то можно осторожно убрать излишки салфеткой. Также следует немного смазать посадочные места собачек. Сами собачки некоторые категорически не рекомендуют смазывать, хотя я не вижу в этом ничего плохого. Аккуратно надеваем пружинное кольцо и проверяем работу собачек. Ставим на место задний конус и проверяем работу подшипника. Перед тем, как приступить к смазке и сборке переднего подшипника, не забываем поставить на место проставочные кольца. Только после этого наносим смазку, опять же стараясь не переборщить с количеством. Естественно, все это время рукой удерживаем задний конус.
Не спеша кладем шарики, выравниваем, визуально убеждаемся, что они уложены ровно и аккуратно, затем ставим передний конус резьбой и закручиваем против часовой стрелки, сначала пальцами, а потом чем попало, например, пинцетом, ручкой или отверткой. После этого руку уже можно убрать с заднего конуса, он уже не выпадет. Берем молоточек и отвертку и до конца затягиваем передний конус. Все это надо делать без спешки и без фанатизма. После сборки барабана крутим его рукой, проверяем работу и приступаем к сборке звезд. На внутреннем контуре каждой звезды есть небольшие зубчики, один из которых шире остальных. Находим этот зубчик, затем среди направляющих канавок на барабане находим ту, которая шире остальных, и надеваем звезду так, чтобы широкий зубчик соответствовал широкой канавке. Ошибиться трудно, так как по-другому звезду просто не получится надеть на барабан. Не забываем после каждой звезды ставить соответствующую проставку. На барабане есть ступенька, которая как бы разделяет звезды на две группы. Проставка между этими двумя группами отличается от остальных. Это вы еще при разборке заметите. В данной трещотке основание самой маленькой звезды такое, что проставка просто не требуется. После того, как звезды надеты на барабан, надо смазать резьбу стопорного кольца очень маленьким, я бы сказал мизерным количеством смазки, чтобы резьба не закисла, а затем поставить на место кольцо и закрутить. Не забываем, что резьба тут обычная, закручиваем по часовой стрелке, сначала пальцами, а потом отверткой и молотком. Все, трещотка собрана и готова к установке на место. Перед установкой трещотки на втулку или электромотор не забываем смазать резьбу небольшим количеством смазки. Теперь ставим на место и просто рукой вкручиваем. Сильно затягивать нет необходимости, так как во время езды трещотка сама затянется до конца. Мне попалась мягкая губка из-под крышки сока, которая диаметром идеально подходила для вставки внутрь стопорного кольца трещотки. Я сделал дырку посередине, чтобы губка не касалась оси, и поставил ее как дополнительную защиту от пыли и песка для переднего подшипника. Опыт показал, что внешние края губки следует смазать клеем типа обувного, чтобы она не выпадала. Мешать езде она точно не будет, а подшипник наверняка неплохо защитит. Я пользуюсь первоклассной смазкой Liqui Moly Thermaflex Special Fat, сделанной в Германии. Это литиевая смазка со вторым классом NLGI и диапазоном рабочих температур от минус 50 до плюс 140 градусов, предназначенная для подшипников и пар трения металл-металл, пластик-металл и пластик-пластик. Она не гигроскопична, то есть со временем не впитывает влагу, что крайне важно для использования в узлах велосипеда. Единственный ее минус в том, что Liqui Moly почему-то перестала ее производить. На форумах люди ищут аналоги. На мой взгляд, самым близким аналогом является смазка Grizen Syntex HT2 от польской компании Arlene Oil. Но также можно рассматривать российскую смазку Teatim 221F, которая, в отличие от обычной 221, не гигроскопична. Для приморских регионов, а также мегаполисов, где реагенты на дорогах обычное явление, хорошим вариантом может быть Liqui Moly Marino Winch Fat, смазка для лебедок с повышенной стойкостью к соленой морской воде. Это все, о чем я хотел рассказать в этом видео. Поделитесь, как часто и чем вы смазываете подшипники, что можете порекомендовать, а что лучше обходить стороной. Все мы учимся не только на своих ошибках, но и на опыте других. Всем пока!